Всем привет, меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. Сегодня я хочу поделиться с вами вкуснейшим и простейшим рецептом приготовления клубничного джема в автоклаве. Рецепт по-настоящему и поистине простой, но мега-мега вкусный. Сочные летние спелые плоды клубнички. Ну и сладчайшая. Перед началом ролика хочу порекомендовать вам свой интернет-магазин, в котором продаются всякие различные консервы, тушенки и так далее. Поэтому забегайте, кушайте правильную и вкусную пищу, консервированную. Да. Ссылочку на интернет-магазин Fresh Meat я оставлю прямо под этим роликом. Итак, мы начинаем. Итак, для начала нам необходимо будет сделать следующее. Удалить плодоножки из клубники, а затем ее меленько нарезать. Ну, там на 2 или на 4 части, в зависимости от клубники. Плодоножку, я думаю, все прекрасно знают, как удалять. Чуть-чуть прям пальчиком туда поддели и вытащили. Вот элементарно, просто. Да? Ничего сложного в этом нет. Так, сейчас беру кастрюлю, пока буду откидывать клубничку в сторону. Кстати, на моем столе 10 килограмм клубники. И рецепт я распишу прямо под этим видео. Не в конце, как обычно я это писал, а прямо под этим видео, чтобы вы могли спокойно его записать. Начинаем такую муторную работу. Но да, ее нужно сделать. Ну что, господа хорошие, прошло порядка 2 часов, и я только осилил 1 ящик. И под конец уже, так скажем, 2 часа, когда я заканчивал дочищать 1-й ящик, у меня возникла идея. Сделаю я джема поменьше. Вот, буквально у меня получилось, кстати, в этой кастрюле 3 килограмма ровно, в этой 2. Вот, значит, а вот эту клубнику, которая у меня осталась, я ее, также удалю эти плодоножки потом и засахарю и уберу в морозилку, чтобы зимой также достать и отведать вкусную, сочную, спелую ягоду. Вот, значит, теперь что мы делаем с вами? Значит, здесь я отмерил 400 граммов сахара. Я их буду добавлять в кастрюлю, где у меня 2 килограмма клубники. То есть у нас на 1 килограмм идет 200 граммов сахара. Кстати, у нас еще будет один ингредиент, сразу положу его на стол, дабы потом не забыть его. Этот ингредиент – лимон. Вот, так вот в стороночку пока уберу. Так, значит, что я делаю? Добавляю сахар, сверху распределяю. Кстати, вы как можете наблюдать, то, что я порезал все это достаточно меленько. Какие-то клубнички я резал на 2, на 3 части, какие-то, если прям крупные, даже прям на 5 частей, на 6 частей. Прям, по сути своей, в хаотичном порядке. Для чего это, кстати, мне нужно было делать? Для того, чтобы наша клубника отдала как можно скорее сок, да, после того, как мы добавим сахар. Поэтому добавляю и перемешиваем. Только добавил сахар, еще не успел его тщательно перемешать, а клубничка уже заблестела. Да, то есть как бы это говорит нам о том, что из нее уже начал выделяться сок. Прям красота. А я вот любил в детстве, мне вот помню, мама клубнику резала тоже, разминала ее толкушечкой, сахарком, сметанку туда. Вообще милое дело. Благодать. Вкуснотища неимоверная. Да и мне кажется, это не только в детстве вкусно, это в любом возрасте вкуснейший такой, я сказал бы, летний десерт. Натуральный. Так, все, с этой кастрюлей я закончил работу. Теперь перехожу к следующей. До этого я размерил здесь сахар. Развесил, точнее, здесь 400 грамм, как вы помните, здесь, соответственно, 600. Добавляю. Так, есть контакт.
Все, и теперь повторяю процедуру идентично первой кастрюле. Все тщательно перемешиваю, чтобы клубника наша максимально забрала в себя сахар, впитала сахар. Так, друзья мои, значит, теперь наша задача заключается в том, чтобы перемешивать нашу клубнику с сахаром в течение 10-15 минут. Для чего? Для того, чтобы максимально клубника отдала свой сок. Вот так вот я как робот, как какой-то миксер. Или, как это, или больше похоже на бабу-ягу, да, которая в ступе там мухоморы какие-то варит. Перемешиваем вот до такой консистенции. Сок уже довольно-таки хорошо выделился. Теперь добавляем следующий ингредиент. Это лимон. Кастрюля, которая поменьше, я буду добавлять треть лимона. А в которой клубнички побольше, буду добавлять оставшуюся большую часть. Тут просто выжимаем. Так, посмотрю, сейчас костей нет. Все, просто выжимаю. Отлично. И все это дело перемешиваю. Я просто хочу, чтобы к сладости добавилась небольшая лимонная кислинка. Так. Здесь могут попасться кости, поэтому буду вот так давить. Теперь все также тщательно перемешиваем. Убираем ложки и оставляем на 30 минут при комнатной температуре постоять для того, чтобы клубничка отдала еще больше сока. Время прошло. Все у нас здесь идет нужным чередом. Клубничка отдала максимально свой сок уже. Вот. И, кстати, как вы можете видеть, уменьшилась в объеме. Да? То есть в кастрюле уже клубники здесь практически вот, ну, 2/3. Все, теперь я ставлю на огонь, на плиту. Вот. И буду варить буквально 15 минут. Не больше. Естественно, нужно помешивать понемножечку, чтобы ничего у нас не пригорело. Итак, ребятки, процесс варки завершен. Как я и сказал, буквально 15 минут и все готово. У кого нет автоклава, вы не расстраивайтесь, не отчаивайтесь. Вы можете приготовить по этому рецепту и в своих обычных, так скажем, домашних условиях без специального оборудования. Просто подольше проварите клубничку. Вот, прям вот, я думаю, часочек, прям вот как следует ее, даже можно чуть больше. Затем разлейте в банки, закатайте, крышечки у вас стянутся, и вы этим самым также законсервируете на зиму вот эту вкуснятину. Ну, а у кого есть автоклав, повторяйте по моему рецепту. Что мы теперь делаем? Я буду перебивать клубнику блендером, но не прям в однородную массу, а так, чтобы оставались небольшие кусочки ягоды, чтобы они вот чувствовались при укусе. У кого нет блендера, тоже не беда. Берите толкушку. И также можно просто это дело все размять, разбить. Давайте я вам покажу, что получилось, какая консистенция. Я что-то так увлекся работой блендера, перебил клубнику довольно-таки сильно, поэтому кусочков цельных осталось, ну, совсем немного. Но это не страшно абсолютно, этим я, так скажем, наше блюдо не испорчу. Вот. Просто задумка была немножечко другая, но получилось иначе. Так, теперь что я делаю? Беру банку и просто через вороночку, так удобнее, чтобы не брызгать тут нигде, ничего не разливать, наполняю баночки. Значит, банки у меня 250 миллилитров. Наполнение банок у нас идет по плечике. То есть мы оставляем до края банки буквально пару сантиметров. Банки наполнены. Вот такая вот у нас красота на столе. Теперь я распаковываю крышки и буду закручивать баночки. Вот так вот. Так, ну что, я сейчас заканчиваю
процесс накручивания крышек на банки. Затем убираю наш джем в автоклав. Стерилизовать я буду при температуре 100 градусов 20 минут. После того, как наши баночки простерилизуются, заавтоклавируются, остынут, я уберу их в холодильник. Для того, чтобы подсхватились такие более джемовая консистенция. Ну что, господа хорошие, наконец-таки процесс приготовления полностью завершен. И я готов не один, а вместе с Вованом продегустировать вот эту вкуснятину, этот клубничный джем. Я думаю, что получилось действительно очень вкусно. Вован. Кстати, видите, у нас сегодня вообще чаечек. У нас сегодня вообще такой, да, прям... На улице плюс 40, он чаечек горячий пьет. Всем привет. Времени не мог другого найти. Зимой надо это, да? Так, ну что? Да, что, да меньше слов, больше действий. Джем клубничный. Открываем. Ну-ка. О, вот. Ой, как пахнет, ё-моё. Ух ты, блин. Аромат вот прямо. Ребята, офигеть, прям. офигеть. Слушай, похож на детское питание. Ну, в принципе, я делал как бы это и для детей, ну и для себя так в творожок замесить, знаешь, как бы положить, да? А что, если его перегнать? А напишите в комментариях, а что если перегнать джем? Что у нас будет, получается, клубничный самогон? Да. Гениально. Ага. Итак, Давай, булочку. какая ложечка у меня, да? Ага. Ох, какая консистенция, друзья мои. Так классно. Давай, намазывай. Намазываю, ну все. Отведаем, что же получилось. Рюмочку чая берите. Кружечку чая. Да. Это бесподобный клубничный джем. Я думаю, его без булки надо есть. Так, ложками, да? Булка тут лишняя, да. Сколько он так в банке-то прохранится? 2 года точно. О, думаешь, он 2 года прохранится? Не. Я тоже так думаю. Я думаю, он до осени не доживет. Кстати, чтобы сделать более густую консистенцию, нужно в кастрюле дольше уваривать. Сладкий. Но он не приторный. Не, просто Прям сладкий. чувствуется тоненькая кислиночка от лимона. Я настоятельно рекомендую повторить именно так же. Ничего сложного нет. Друзья мои, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте любые вопросы. Вот, не забывайте про наши соцсети, группа ВКонтакте, Телеграм. Там что-то... Дзен. А ты про него все время забываешь про дзен. Он у тебя в конце в самом дзен. Да хрен с этим дзеном. Да. Короче, вот. Я оставлю ссылку на магазин Fresh Meat 36 для тех людей, кто хочет приобрести консервы вкусные. Покажи, Вовчик, какие консервы. Вот просто достань какую-нибудь баночку. Так. Консерва, каша гречневая. Со У свининой. меня, есть я еще скажу сзади. по секрету, в машине лежит всегда такая баночка. Я иногда позавтракать некогда. И сейчас вместо того, чтобы фастфуд, всякие гамбургеры там, у меня вилочка одноразовая, я прям в машине открыл. Сейчас тепло на улице, она не замерзшая. Прям из баночки навернул. И красота, весь день сытый. Честное слово говорю. Так что Вот, всем да. рекомендую. А Вовчика еще свой магазин есть. Вот он как раз продает данную продукцию. Да. Пробуйте, очень вкусная продукция. Всем рекомендую. Ссылка на магазин будет прямо под этим роликом. А также можно купить через группу ВКонтакте, через ВК Pay. Все сказал? Ну, может, если что забыл, неважно. В другом ролике скажу. Да. Всем удачи, Всё, пока. всем пока. А мы будем кушать прямо из Давай, а то банки чай джем. еще не допил.